Повседневность закончилась. Начался сюжет. В 8-й серии 3-го сезона реинкарнации Безработного нам показали аудиенцию у легендарного героя Перугиуса, тайну состояния Зенит, а также смертельную болезнь Нанахоши. Ну и естественно не обошлось без основательной вырезни всего и вся. Про это я вам и расскажу в этом видео, а с вами Steel. Вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. В самом начале 8-й серии на аудиенцию к бронированному королю-дракону Перугиусу отправляется целая делегация. И у вас наверняка множество вопросов по составу. Для начала, где же Норн? Ведь она первая услышала про то, что Перугиус может что-то знать о состоянии Зенит. Ее не взяли по двум причинам. Во-первых, у нее слишком большая нагрузка. Как вы помните, она и в студсовете работает, и книгу про Роджерда пишет, и с мечом тренируется. А у Перугиуса они могут застрять надолго. Во-вторых, если брать Норн, то нужно брать и Айшу, а это уже реально слишком много человек. К тому же информацию может узнать и Рудиус, поэтому непосредственное участие девочки не требуется. Ну и конечно же вас интересует, как в делегацию попали Ариэль с Люком. А вот это уже вырезанный из аниме контент. Давайте я вам его расскажу. Как вы знаете, Ариэль все мечтает однажды вернуться обратно в Асуру и побороться за трон. Поэтому она ищет себе союзников везде. Именно поэтому она рассказывает Рудиусу, в какие именно развалины, и ведет их на Нанахоши. Она, будучи принцессой другой страны, изучила все про королевство Ранноа, всю их историю, традиции, уклад и предания, чтобы иметь общие темы в высшем обществе. И естественно, она постоянно пыталась законтачиться с Нанахоши. Наша японка контролирует торговый путь из Асуры в Ранноа. Если вы помните, вся ее каморка завалена ящиками с магическими кристаллами, которые нужны были ей для исследования того, как вернуться домой, на землю. А еще в первой серии 2-го сезона нам показывали то, как авантюристы везли на север множество кристаллов. Мир Мушоку Тенсей достаточно крепко сшит, хоть и в аниме это не очень заметно. Имея связи с Орстедом и Перугиусом, развернуть мощную торговлю для Нанахоши было несложным делом. Таким образом, она создала этот торговый маршрут, изменив расклад сил. Поэтому для Ариэль она была лакомой добычей. Нанахоши же не желала иметь никаких лишних связей с этим миром, поэтому каждый раз принцесса получала отказ. Но вот с Сильфи они были дружны. Пока Рудиус бегал по Бегариту, Нанахоши часто наведывалась в особняк по разным мелочам, но в основном из-за наличия ванны. И именно из-за просьбы Сильфи японка сжалилась и разрешила Ариэль отправиться вместе с ними. В аниме же она говорит: «Я должна была отплатить Сильфи». И попробуй догадайся, что именно она имела в виду. Кстати, с Ариэль в этой сцене еще одна непонятка. По новелле делегация приехала к условному месту на лошадях. В аниме же они будто пришли пешком. Представляете Ариэль, которая бредет пешком по лесам и буеракам в роскошном платье? Вот и я не представляю. Более того, даже если они и приехали на лошадях, это все равно тупо ехать в платье на лошади. А разгадка проста. В новелле Ариэль была одета в богатую дорожную одежду и переоделась в платье, уже прибыв наверх. В аниме же поленились нарисовать еще один дизайн. Итак, на зов Нанахоши прибывает Арубанфи Сияющий, один из фамильяров Перугиуса. И да будет вам известно, он быстрейшее существо в мире. И делегация теряет Рокси, ведь Перугиус страшно ненавидит демонов. А Мигурды во времена Лапласа были не просто за него, они еще и воевали плечом к плечу с суппордами. Если в новелле Рокси выглядит расстроенной и у нее паникают плечи, то в аниме она говорит, что «я к такому привыкла», и все. Не знаю, зачем это было менять. Затем происходит процесс телепортации, и тут я уже похвалю сценаристов аниме. Палочки для телепортации засветились у всех одновременно, но заметили ли вы, в какой последовательности начало телепортировать персонажей? Пишите ваши предположения в комментариях. Ладно, я думаю, вы уже написали. Первый телепортирует Нанахоши. В аниме вы про это должны были узнать еще во 2-м сезоне, но у нее ровно 0 маны. Затем телепортирует Занобу, человека с небольшим монопулом. Далее Ариэль с Люком, обычных людей. Затем идет Клифф, гений в области магии, и Элина Лис. У этой маны должно быть больше, чем у обычного человека. Затем Сильфи, которая прокачивала ману с детства. У нее ее много. И наконец, после огромной задержки
задержки затягивает настоящий монотанкер Рудиуса. Прикольно придумали. Еще в аниме не проговаривается, но вам, наверное, очевидно, что телепортация происходит через мир пустоты. Именно в этом белесом мире безработный встречается с Хитагами. Если что, их телепортировало не ровно наверх, а в конкретную точку. То есть то, что они увидели под летающей крепостью, это не Раноа, а скорее всего Асура. И здесь в новелле Рудиус задумывается о том, что если он и Нанахоши хотя бы видели самолеты и представляют, что это такое, то для людей из этого мира находиться выше облаков — это что-то сногсшибательное. Затем к делегации обращается женщина, называет себя Сильварил пустотой и приглашает их в крепость. И здесь в аниме вполне могли добавить удивление Рудиуса из новеллы, ведь он, да и мы тоже, впервые встречаем представителя небесной расы, и уж на это-то стоило бы акцентировать внимание. Далее в новелле все персонажи представляются, показывая свой статус, в аниме же это было вырезано за ненадобностью, ведь они будут представляться Перугиусу. Затем персонажи во время не-опенинга идут в сторону замка, и здесь в аниме вырезан диалог Занобы и Сильварил о вратах, через которые они проходят. Даже Рудиус отмечает тот факт, что Занобу впервые заинтересовало что-то помимо фигурок. Принц Широна заваливает Сильварил вопросами, а она рассказывает, что эти врата были сделаны темным королем-драконом Максвеллом. А на просьбу познакомить его с ним, крылатая женщина отвечает, что если он еще жив, то сейчас странствует. А затем Сильварил задает невинный вопрос: «Вам знакомо имя Хитагами?» В прошлый раз за неверный ответ Рудиуса чуть не убили. И я уверен, что все аниме-онли зрители в этот момент нехило струхнули. В книге Рудиусу пришлось приложить все силы, чтобы не выдать реакции. В аниме же этот момент подсветили тем, что он активировал свой глаз предвидения, готовясь защищаться. Отличная находка. И, как мне сообщают, во всех вариантах перевода на русский закралась ошибка. На японском и Орстед, и Сильварил спрашивают конкретно про имя. Ведь то, что когда-то был бог людей, не особый секрет. А вот имя Хитагами знают лишь единицы. Затем нас сразу же переносят к дверям в тронный зал, вырезая еще кусок текста. В новелле всю дорогу наверх Заноба просто не умолкал. Такое количество статуй доводило его до поросячьего визга, настолько, что все знатно устали от его возгласов на тему того, к какому стилю относится та или иная статуя. Затем, уже перед самыми дверьми, Ариэль останавливает Сильварил, говоря, что они все еще в дорожных одеждах, и им требуется подготовиться, разложить багаж и переодеться. На что пустота отвечает, что Перугиуса удушает эта манера асуранцев к парадной одежде, но Ариэль настаивает. После чего она и переодевается в то самое красное платье. В аниме же среди всех персонажей свой облик меняют только Заноба и Клифф. Что вы на меня смотрите? Я не знаю, по какой логике переодевают персонажей. То есть Ариэль переодеть им лень, а Занобу с Клиффом нет? Итак, двери распахиваются и нам наваливают тонны визуального лора. Вот 4 щита на стене. 2 герба из 4 уже должны быть вам знакомы. Вот этот был показан в 14 серии 2 сезона на обложке книги в подвале поместья Рудиуса. А вот этот герб был высечен на камне, который развеивал иллюзию, ведущую к телепортационному кругу. И я надеюсь, вы в комментариях с радостью блеснете своими знаниями, какой герб кому принадлежит. В общем, нам хоть и в таком виде, но показывают персонажей из веб-новеллы «Сказание старого дракона», которая была посвящена давним временам. И к ней мы еще вернемся в этом видео, так что я ее буду сокращать как SSD. Затем Нанахоши и Перугиус разговаривают. Это все идет по новелле, но мне было интересно, как же в аниме передадут эту давящую атмосферу из книги. И аниматоры нашли просто шикарный ракурс. Серьезно, он меня покорил. Как еще можно показать, что для Перугиуса все эти человечешки просто сброд? По крайней мере, на момент их встречи. Первой представляется Ариэль, и здесь в аниме сгладили углы. По книге Перугиус просто в щепки разносит принцессу. Он говорит, что она проиграла в грязных подковерных интригах дворца, отказалась уступить, втягивает окружающих в свой мутный конфликт, и именно за этим пришла к нему. А в довершении назвал ее глупой девчонкой. После таких речей Люк вскипел, но Ариэль его остановила. Затем взгляд Перугиуса перемещается к нашему главному герою. И что тут можно сказать?
В аниме напрочь вырезали всю ту тяжесть общения старого деда с безработным. В аниме он упоминает лишь объем его маны, сравнимой с маной Лапласа. Тем временем в книге Рудиус пытается отмазаться и говорит, что ничего не имеет против, закапывая себя еще глубже. Ведь Перугиус, старый дед, забыл, что посылал Аруманфи во время катастрофы телепортации. И теперь Рудиус напомнил ему. Затем Перугиус вспоминает и то, что слышал, что Рудиус ранил Орстеда, после чего распаляется и начинает прямо угрожать. Мол, если Сирокрысов возгордился тем, что смог ранить бога дракона и пришел сразиться с ним, то его ждет только смерть. И уже после этих слов встревает на Нахоши. Согласитесь, когда вам угрожает смертью такое могущественное существо, сцена выглядит совершенно по-другому. Затем Рудиус спрашивает про Зенит и ее состояние, и узнает, что Элина Лис также была запечатана в кристалле. Эта часть сцены идет почти без изменений. Далее поднимает голос Заноба. И меня прям дико улыбает то, как Сэйю Перугиуса меняет тон голоса на более теплый. Стоит только принцу Широна заговорить про искусство. Не знаю, почувствовали ли вы эту разницу в русской озвучке. Весь разговор Перугиуса с Занобой и Сильфи не претерпел изменений относительно новеллы. Так что да, на текущий момент катастрофу телепортации можно считать природным явлением. А я напоминаю, что если вы хотите увидеть, как я впервые смотрю Атаку Титанов или Ванпанчмена, то залетайте на Бусти. Подписчики имеют доступ к целому каталогу реакций, а реакции на первые серии ты можешь посмотреть, не платя ни копейки. Присоединяйся к более чем 200 бустеров, но отдельное спасибо, как всегда, Грогу, Онекс Драгону, Рамазану, Николаю Бондаренко и Найт Киви. Далее в аниме нам показывают разговор Рудиуса и Элина Лис, а это значит, что у нас снова вырезня. После аудиенции всех гостей отправили в их личные комнаты, которые были роскошно обставлены, а еще там не было ни пылинки, и Рудиус удивился тому, как всего 12 фамильяров справляются с обслуживанием огромного замка. Если что, этот замок даже больше, чем королевский замок Асуры. Затем Рудиус размышляет о гербах, перечисляет всех знакомых ему королей и императоров драконов и удивляется тому, что безумный король-дракон Хаос по чистой случайности работал в подвале поместья. Хоть аудиенция длилась недолго, он был вымотан, а еще Перугиус был явно враждебен к нему, поэтому он ложится отдыхать. И только после всего этого Рудиус встречается с Элина Лис. И так кратко пересказывает свою жизнь. Этот кусок сцены идет в точности по новелле, за исключением маленького факта того, что до того, как стать авантюристкой, Элина Лис успела побыть еще и рабыней. Что еще вырезали, так это то, что сразу после рассказа Лиза заверяет Рудиуса, что на Сильфи ее проклятие не повлияло, и она вполне обычная девочка. А еще то, что Клифф узнал всю ее историю еще до свадьбы. А еще вырезано обсуждение на тему Мурсиков и Семена, если вы понимаете, о чем я. Затем начинаются уроки магии призыва от Сильварил. И здесь вырезается к чертям половина главы. Действительно, зачем рассказывать зрителю о том, как все это работает? И вообще, в новелле прямо сказано, что Сильварил их обучала в комнате без школьной доски. Откуда доска в настолько старомодном замке? Ладно, давайте я вам дам краткий ликбез. Магические круги — это не магия призыва, это всего лишь способ. Магия призыва делится на магию призыва существ и призыва духов. Можно призвать любое живое существо из этого мира, но если его мана будет больше твоей, его будет тяжело контролировать. По древнему завету людей призывать нельзя, это просто не сработает. Тут вы скажете, а как же тогда Нанахоши, да и Рудиус попали в этот мир? А вот это правильный вопрос. Ответ содержит жирный спойлер к концовке, поэтому вы его от меня не услышите. Еще призывать мертвых существ нельзя, только живых. Также нельзя призывать вещи, например, одежду. Но тут вы снова скажете, а как же тогда Нанахоши призвала бутылку? А вот это должно быть очевидно. Перугиус сотрудничает с Нанахоши как раз потому, что она может придумать новую технику призыва.
Далее призыв духов. Если точнее, это не призыв, это создание. Пока в них горит вложенная мана, они существуют и исполняют заложенные команды. Если кратко, это похоже на программирование. Можно, например, запрограммировать духа света летать рядом с тобой и светить. Далее Сильварил объясняет, что вся гениальность Перугиуса как мастера призыва в том, что он разработал метод призыва 11 могущественных древних духов, каждый из которых со своей огромной силой и интеллектом. Более того, время их жизни не ограничено, и они будут существовать, пока жив сам Перугиус. То есть у него в подчинении 11 запрограммированных искусственных интеллектов со своей индивидуальностью и абелками. Крутой дядька, да? И вообще, Сильварил не дух. Перугиус спас ее еще во время войны с Лапласом, и поэтому она ему служит. Затем наступает время обеда, и здесь снова вырезается треть главы про то, как Аруманфи отправили носиться по всему миру в поисках ингредиентов. Именно поэтому Рудиусу и Нанахоши подали чисто японский обед. Рис, рыбу, лимоны и мисо-суп. Не зря Рудиус назвал его идеальным доставщиком. Какая-нибудь Яндекс.Лавка оторвала бы такого работника с руками. Эту сцену худо-бедно перенесли в аниме, а я вам вставлю сюда иллюстрацию из новеллы. Затем Рудиус отправляется гулять по замку, встречает Занобу и Клиффа, а затем и Нанахоши, и они вчетвером отправляются исследовать подземелья. И если вы не помните этой сцены в той версии, которую вы читали, стало быть, вы читали веб-новеллу, то есть черновик. И если вы не знаете, чем они отличаются, то у меня есть видео про различия между вебкой, ранобэ и мангой, и то, что стоит читать, а что нет. Можете поглядеть по подсказке справа сверху. Это место очень старое. Даже Заноба затруднялся по архитектуре оценить, насколько оно старо. Да еще под ногами бегают всякие крысы. А дальше в аниме нам снова показывают тонну визуального лора. Ведь все эти фрески, высеченные на стенах, это отсылки к ССД. Тут у нас перевернутый изначальный мир драконов и первый бог-дракон со своей свитой. Вот на этой фреске изображен он же и его жена-человек с ребенком на руках. Вот все 6 богов шестигранного мира. Да, кстати, вот это задница Хитагами. Вот мертвая жена бога-дракона, а рядом ее сын. На этой бог-дракон и 5 драконов-генералов ведут совет. Все заканчивается сценой, в которой несколько драконов и Хитагами против одного небольшого дракона. А последняя фреска полустерта. Здесь закопана просто тонна лора, и я дико довольный сижу и рассматриваю эти фрески. Еще в первом томе рассказывалась легенда об истории мира Мушоку Тенсей. И на основании легенды можно было понять, какое событие относится к какой фреске. В аниме же всю эту легенду просто скипнули, и я ее восстановил в, наверное, лучшем ролике на канале. Я настоятельно рекомендую его посмотреть, ведь легенда критически важна для понимания сюжета, и неизвестно, как ее будут показывать в аниме. Тем не менее, спасибо, что ее показали хотя бы в каком-то виде. Затем нам показывают, как Рудиус мило беседует со своей женой, и та даже немного ревнует его к Нанахоши. Тем временем, как по зову, приходит и сама кашляющая виновница. Сильфи берется ее подлечить, а затем убивает ее. Да ладно, я шучу, не убивает. Тем не менее, вся сцена в аниме выглядит очень скомканно. И не мудрено, ведь в ней вырезано практически все, кроме непосредственного действия. В новелле было всего больше. Больше обсуждений действий Ариэль, больше ревности от Сильфи. Опять же, Нанахоши, заходя, сказала, что не рассматривала Рудиуса как своего парня и так далее. Однако, согласитесь, клиффхенгер еще тот. И я еще раз напомню вам, что повседневность закончилась. Начался сюжет. Как вам сюжет? Обязательно напишите в комментариях. Приходите через 2 часа на стрим на Твиче, завтра на стрим здесь на Ютубе, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.